Сегодня 27 июля 2025 года. И всем привет из легендарного места в Одессе. Всем привет из Одессы. Я сейчас приехала на привоз снимать для вас видео, но прозвучал сигнал воздушной тревоги, и сейчас море угроза 12-13 дронов. Люди все спешат в какие-то бомбоубежища, в какие-то укрытия, потому что сейчас все-таки день, всех на улицах много и действительно очень страшно. Вот так мы и живем. Хочется верить, что ничего к нам сегодня не прилетит, но посмотрим. Вижу, люди все потихоньку начинают спешить, чтобы куда-то успеть в какие-то укрытия. Приехала Виктория на позитиве показывать вам привоз, но я уже больше часа сижу в паркинге вместе с другими одесситами, которые сюда забежали после воздушной тревоги, потому что для города угроза дрона, и сейчас они летят, но просто на южные районы города. В общем, такая вот у нас жизнь. Теперь вы точно увидели, как мы живем. Надеюсь, сейчас тревога закончится, сейчас час дня, или уже 2, я уже не помню. И на привозе еще остались товары, и сейчас пройдемся, посмотрим, как он работает. Ну вот, в небе над Одессой снова чисто. На привозе я еще не заходила на сам рынок, но много очень людей видно, которые приехали делать покупки. Как вы знаете, недавно привоз пострадал уже от обстрела. Сейчас зайдем, посмотрим, как живет сегодня рынок. Настроение у меня немного подпортилось, но будем надеяться, прогулка по базару его поднимет. В Одессе сегодня жара просто неимоверная. Градусники показывают температуру 39-50 градусов. Многие поехали на пляж, но, видите, не знаю, что пережили люди на пляже. Но, тем не менее, паблики пишут, что все просто молча наблюдали за дронами. Так, люди вот с покупками, с ящиками, война войной, а обед по расписанию. Смотрите, какие очереди на базаре. Ой, пахнет свежим полевым перцем. Класс. Я думаю, сначала пойдем с вами на рыбку, потому что уже час дня. И скоро рыбки не будет. Возможно, еще что-то осталось. Покажу вам какие цены сейчас и что можно купить. Столоб свежий сейчас по 80 гривен. Измаил. Карп свежий 200 гривен. Маяки. Посмотрите, какой крупный. Камера даже не передает. Сом свежий 200 гривен. Вот такой вот тоже огромный здесь. Мясо сома 350 гривен. А вот свежий морской бычок. Пишут, что жарить очень вкусно, со льдом и достаточно крупный. А вот бычок зеленчак. Не вижу на него цены. Извините, а можно у вас вкусно? Да, спасибо. Судак морской свежий по 250 гривен вилковский и 260 вот такой вот крупный. Филе толстолоба есть, лещ есть, окунь свежий по 80 гривен. И стейк из толстолоба по 150 гривен. Так, таранька. За таранькой, как всегда, летом очередь, потому что под пиво это самое оно. Смотрите, какая красивенькая. 1100 килограмм, 1200 килограмм. Такая по 600 гривен, по 550 уже помельче. А вот там еще очередь за рачками. Я знаю, там всегда продаются рачки. Поэтому вот за ними, посмотрите, люди стоят толпой. Вот рачок сегодня. 100 гривен мельче за 100 грамм. Вот речки 150 гривен за 100 грамм. И вот море 200 гривен за 100 грамм и достаточно крупный. Посмотрите, какой. А вот, смотрите, щука есть 700 гривен за килограмм. Лещ 500 гривен за килограмм. Вот здесь его различные виды. Вомер, сом. Что только пожелаешь. И даже есть вяленая камбала по 150 гривен за 100 грамм. Тревога и атака на город разогнала, конечно же, людей. Но сейчас все закончилось, и люди потихоньку возвращаются на базар. Как вы видите, привоз после обстрела продолжает работать. И, как всегда, на нем все есть.
Вот здесь прям огромные арбузы, очень красивые. На привозе сегодня пытаются всем поднять настроение. Где-то дети поют украинские песни. После воздушной тревоги такие песни вызывают еще больше эмоций. И просто в какой-то момент даже наворачиваются слезы на глаза. Персик по 150 гривен за килограмм. А вот такой персик по 130 гривен за килограмм. Абрикос по 100 гривен и вот такая абрикоска по 150. Так, картошка по 30, сейчас узнаю почем дыни и почем арбузы. Перчик по 80, вот такой 140. Извините, а в какую цену арбуз у вас? 30 гривен за килограмм. Такие большие, посмотрите, какие они. Херсонская область, да? Представляете, арбузы с Херсонской области. Я думала, с Херсонской области сейчас их не привозят, а оказывается привозят. Спасибо. А дыни в какой цену? 70? Вот такие ароматные маленькие дыньки по 70 гривен за килограмм. Это тоже Херсонская область. Свежая сарделька на привозе сейчас по 140 гривен. А? Свежая, я так и говорю. Так. От среднего по 100, все по 140 гривен. Посмотрите, какая жирная и какая крупная. А вот какая хамса. По 200 гривен за килограмм, но камера, сейчас покажу вам ближе, очень крупная. И селедка, одна штука, 90 гривен. Цены на картошку сейчас 35 гривен. Вот все зависит от сорта, но вот 35, 30 гривен и есть даже по 25 гривен. Так, красная смородина на привозе сейчас по 80 гривен за килограмм. Малина вот такая крупная по 150 гривен за килограмм. Голубика. А в какую цену голубика, извините? Голубика? Да. 180. По 180. Кстати, самая лучшая цена. Ну вы покажите, кто продает. А? Можно? Для ютуба. Вот молдавская черешня сладкая по 200 гривен, да, вижу цену. Ага, спасибо. Персик, нектарин. А персик какую цену? По 180 сейчас нектарин. Вот уже виноград появляется. Кардинал сладкий по 250 гривен за килограмм. Кишмиш по 200 гривен за килограмм. И вот такой обычный по 60 гривен за килограмм. Помидорки по 40 гривен, по 65 гривен. Помельче по 50 гривен сейчас. Перчик, смотрите, красный по 130 гривен. Огурцы по 40. Баклажаны по 50. Кабачки по 30 гривен. Огурчики по 40. Баклажаны здесь крупные по 60 гривен. Там по 20. Все, спасибо. Здесь по 30, там по 20. Хорошо, спасибо. Дынь, арбузы по 20 гривен, дыни по 50. Слива, чернослив по 50 гривен. Здесь даже есть абрикоска сладкая по 80 гривен. Голубика по 200 гривен. Кукуруза. Извините, а в какую цену кукуруза? 25 шикарно. Ага, 25 гривен. Спасибо. Да-да-да, спасибо. Вот посмотрите, как... Ой, простите. Все хорошо, Молодцы. очень молодая. Спасибо большое. Качан горячий, качан стоячий. Хорошо, спасибо. Вот видите, какие выражения. Сразу чувствуется, что мы на привозе. Многие думают, что если на привозе был обстрел, то это значит, что базар сейчас не работает. Нет, все работает. Продавцы на месте, товар есть, покупателей много, не всех разогнала воздушная тревога и дроны. Вот, поэтому, если вам что-то нужно, приезжайте в любой день. Здесь все есть. Сразу чувствуется, что сейчас сезон дыни и арбузов. Вот дынька тоже по 60 гривен. И вот арбузики по 20 гривен за килограмм. Очень красиво продавцы их разрезают. Для того, чтобы при покупке вы могли видеть, хоть что вы покупаете. Видите, здесь даже пчелка засела. Так, вот такие дыни по 60 гривен тоже за килограмм.
баклажаны по 70 гривен. И перец. Такой 140 гривен, такой 130 гривен. Помидоры по 45, огурцы по 30. И многие сейчас покупают все на консервацию, потому что такая засуха, что неизвестно, что будет потом. А вот такой перчик по 50 гривен. И вот персики возят целыми ящиками. На привозе еще до сих пор можно купить черешню, достаточно крупная, по 350 гривен и по 300 гривен за килограмм. Есть черная смородина по 250 гривен за килограмм. И первое место, в котором я встретила клубнику, 220 гривен за килограмм. Поскольку сейчас очень жарко, хочется напомнить всем, что нужно пить больше воды, чистой водички, потому что вот прям плохо становится реально. Как бы здесь не натянули на привозе все тентами, все равно идешь, и от жары просто нечем дышать, и прям реально становится плохо. Здесь еще перенервничали от тревоги. Вот люди просто опрыскивают себя водой, потому что на солнце можно сойти с ума. Очень жарко. Так, вот черная фасоль по 100 гривен, булгур по 65 гривен, басмати по 120 гривен, кускус 85 гривен, чечевица по 80, гречка по 40, рис пропаренный по 65, нут по 70 гривен. Вот цены на зелень, сельдерей по 10 гривен, кинза по 20 гривен, щавель домашний по 10 гривен, розмарин по 20 гривен, лук по 15, салат по 20, укроп и петрушка по 10 гривен, а чеснок по 200. Видите, сейчас здесь кипит жизнь, продавцы молодцы, собрались силами, собрали свой товар и работают для нас, для того, чтобы нам было что вкусного поесть, а вокруг вот оборачиваешься и такие разрушения. Совсем недавно на привозе был обстрел, и видите, что вот здесь перекрыта дорога, дальше нельзя ходить, чтобы ничего не свалилось на голову. Ой, на это все, честно, жутко смотреть. Здесь действительно очень сильные разрушения. Все телефоном не передать, но привозу действительно досталось. Вот целые корзины с арбузами стоят. И арбуз, вот здесь арбуз на опт по 15 гривен за килограмм, но они достаточно мелкие. Сейчас как раз идем здесь по улице, на которой больше всего было разрушений во время атаки. Пару дней назад, видите, снова-таки работают генераторы. Вот все забито фанерой. Но по сравнению с тем, что было здесь пару дней назад, все убрали, все нормально. Вот торговый центр, посмотрите, сколько окон повылетало, к сожалению. Ой, тяжело на это все смотреть, но поскольку уже сюда приехала на привоз вам все показать, то покажу вам и то, как ликвидировали последствия. Посмотрите, просто все без окон. Ну что, такая у нас жизнь. Продолжим обзор. Сейчас пойдем к тете Соне в рыбный ряд. Посмотрим, какую рыбку сегодня можно приобрести здесь. Многие спрашивают, где находится тетя Соня. Тетя Соня находится в рыбном ряду. Почему спрашивают? Потому что люди, когда приезжают в Одессу, многие хотят сделать с ней фотографии. Ну, поэтому я вам и покажу. Вот, посмотрите, какие пляжные ребята. Сразу видно, приехали в Одессу на отдых. Так. А вот, собственно, и тетя Соня. Потрем ей носик на удачу. И идем дальше. Кефаль свежая в рыбном ряду. Посмотрите, она просто огромная. 350 гривен за килограмм. Она действительно очень жирная и очень крупная. Дунайка малосольная, 200 гривен, одна штучка. Так, бычок черноморский свежий, 500 гривен за килограмм. И вот глоська свежая по 500 гривен за килограмм. И черноморская есть по 200 гривен за килограмм. И вот черноморская камбала свежая. А в какой цену камбала?
1300 гривен за килограмм. Для тех, кто любит пиво, на привозе вот приезжаешь в рыбный ряд и начинают разбегаться глаза. Вот и кальмары, и ставритка по 80 гривен. Так, и треска по 70 гривен, и семга по 60 гривен за 100 грамм. И посмотрите, вот такие это кальмары, я даже не знаю, что это такое. Сельдь Исландия по 190 гривен за килограмм, она очень крупная. И скумбрия 270 гривен за килограмм, тоже очень красивая и прям одна в одну, посмотрите. Смотрите, какой сарган, 350 гривен килограмм, но он очень длинный, наверное, метровый. Ой, у девчонок рассыпались огурцы. Смотрите, все с покупками, с перцем, с помидорками. Трамвай пустой едет, все вышли на остановке. Такая жара, что в трамваях особо кататься не хочется. А еще знаете, что на привозе есть пальма, и в такую жару она очень даже актуально здесь смотрится.